Лига Справедливости. По-настоящему иконическая команда суперов в комиксах, про которую нет ни одного хорошего сюжета. Нет, типа вы можете мне припомнить какие-то отдельные прикольные арки, но даже фильм о Лиге не был построен ни на одном из выходивших ранее сюжетов. Чтобы разобраться в этой загадке, я прочитал все комиксы про Лигу Справедливости за последние 10 лет. И сегодня расскажу вам о 5 самых показательных сюжетов о Лиге, дабы вы узнали, где была хороша Лига и где плоха. Ну и в целом выкупили вот этот весь соус команды, что она вообще такого привнесла, что там было прикольного, топовые какие-то моменты. Приятного просмотра, лайк, ставь, подписывайся и так далее. Начинаем. Лига Справедливости силой богов. Сразу скажу, мне пиздец как нравится идея подобной серии. Она вообще отпочковывается от рана Джеффа Джонса, большого, глобального, о котором я уже рассказывал на канале. И там по ходу сюжета умирает куча высших сущностей по типу Дарксайда, там и других башков поменьше. И Лига получает их способности. Однако, что стало с персонажами, как они изменились в основной серии, нам не показывают, потому что у Джонса очень быстрый темп, очень много событий важных. Там антимонитор прибывает, все взрывается, DC реберсы стартуют и так далее. Просто нет на это времени. И специально, чтобы подробнее раскрыть этот прикольный концепт, Джонс сделал отдельную лимитку, куда позвал других сценаристов, художников, чтобы каждый из них поработал над отдельным персонажем и раскрыл, как он вообще обращается со своими новыми способностями. И главный кайф серии как раз-таки ее разноплановость. То есть, условно, у нас есть Бэтмен, он получил силы бога знаний, и теперь сидит на троне Мёбиуса, там летает, спасает город, всего боятся, он теперь может раскрывать вообще все преступления, которые происходят, вроде бы все в безопасности. Но тут поднимается вопрос, какой ценой он этого добился. То есть Уэйн благодаря своим способностям новым становится практически античеловечным, рациональным, действует как машина. И заканчивается все это драматичнейшей сценой с Джо Чиллом, убийцей родителей Бэтмена, где герой приходит к нему и устраивает прям настоящий моральный какой-то этический суд над ним, и практически полностью превращается в этого безумного робота, и это очень стрёмно. В связке с ваншотом про Бэтмена отлично читается ваншот про Супермена, который стал богом силы. Он как надменный божок прилетает в Метрополис, там хавает блинчики в кафешке, лапает официантку за сиськи и вообще ведет себя как отвязанный уебок. И в этот момент на город нападает не пойми откуда взявшаяся черная жижа какая-то. И жители прям требуют: пожалуйста, человек из стали, спаси нас, мы не можем, мы умираем. И Супермен сидит такой: ну, может быть, это сделаю. И в конце он все-таки спасает город. Ну так, типа, на отвались просто потому что может. И это отличная аллюзия, как мне кажется, к греческим мифам, где боги именно так и представали перед нами. Но вот кто больше меня всего поразил, это Лекс Лютер, который стал богом апокалипса. И в ваншоте в его истории нам показывают две параллельных сюжетных линии. Первая — флешбеки, которые объясняют нам, почему Лютер так всегда ненавидел Супермена. То есть его с детства там бил отец, какие-то у него еще траблы в шкиле, и он всегда боялся того, чему он не может противостоять. И как раз-таки эталоном вот такой субстанции стал Супермен для него, которому он ничего не может сделать, и поэтому он его так ненавидел. Но сейчас, в настоящем, Лекс сам получил такие же способности и, по сути, стал тем, кого так ненавидел. И вот как раз-таки вот это вот внутренний спор, дихотомия в комиксах, даже в современных, такое очень редко показывают. Но все, что я рассказал, это полная фигня по сравнению с комиксом про Зеленого фонаря от Тома Кинга. Кого бы вы думали, конечно же, это этот парень. Там, короче, армия парадемонов нападает на центральную батарею зеленых фонарей. И в этой батарее закована еще одна сила бога, и батарея постоянно спрашивает каждого фонаря: готов ли ты принять мою силу? Но они же на воле держатся, они такие самоотверженные, они не понимают, что никто из них не может стать богом, они недостойны этого. Они отказываются и прям до последнего сражаются, куча фонарей умирает, там практически весь корпус выкашен. И в этот момент прилетает на ОХЛ и видит, что ему не справиться никак в одиночку с всей этой ордой. Батарея предлагает ему силы бога, и он нарушает вообще все правила, которые мог, говорит: да, хорошо, я стану богом. Берет просто с этой божественной силой, всех разматывает, уничтожает парадемонов, воскрешает всех своих корешей и отдает силу бога обратно. И это просто великолепный показатель того, как можно продемонстрировать персонажа, раскрыть всю его сущность, буквально за 20 страниц. У Кинга, я не знаю, была такая задача, не была, но это то, кем является Хэл Джордан. Чувак, который создан, чтобы нарушать все возможные правила, он этим и крут. И нарушая эти правила, он является лучшим из всех зеленых фонарей, потому что он может смотреть на картину с другой стороны. Это какой-то невероятный сюжет с еще и безумно красивой рисовкой от Ивана Дока Шейнера, который с помощью четких очень линий показывает все эти конструкции фонарей, какие-то структуры, которые они создают с помощью кольца. Просто великолепный ваншот. Его можете остальные даже не читать, вот его главное чекните, и вы поймете, почему эта лимитка про силы богов настолько крута. Но я не буду громко базарить и говорить, что вся лимитка идеальна, потому что в каждой бочке меда есть ложка дегтя, и в этой лимитке есть ваншот про Шазама, который написал самый главный бездарный хуесос современных комиксов Стив Орландо. Браво, браво, добро пожаловать в студию. Я вот иногда поражаюсь, зачем, вот кому есть люди вообще, которым нравится, что он делает. Ваншот про Шазама тоже пытается выстроить какую-то дихотомию, что вот Шазам получил силы богов, у него силы типа супер уебищные, потому что раньше он обладал силой там Геркулеса, силой Зевса, Ареса. А сейчас ему дали каких-то ноунейм богов, самый нижний пантеон, бог, не знаю, там, бамбуковой палки.
бог земли из свинарника. Вот что-то такое. И Билли, как такой мальчик наивный, он сохраняет добро, какие-то человеческие чувства, а Шазам превращается в такое отрешенное божество, которое все крушит, бомбит, разговаривает со всеми неуважительно. И вот нам показывают, мол, нужно, ребята, помните, главная душа, главное быть человечным. Но выполнено это настолько в дубовых диалогах каких-то, абсолютно с отвратительным просто рисунком, блеклым невыразительным покрасом. Вот все плохое, что можно было взять и засунуть в комикс, Орландо это сделал. Он перевыполнил свою норму. Пятилетку за 3 года выполнил. И вот все говно, все самые тупые идеи, все самые примитивные какие-то фразы и суждения, он все засунул в ваншот про Шазама. Я иногда поражаюсь, почему Орландо все еще держит в современных комиксах, то что у меня такое ощущение, что у него не то, что творческая какая-то жилка, он хочет творить и какие-то сюжеты писать, ему нравятся именно комиксы. Нет, его DC в рабстве держат и за бесплатно заставляют хуярить, как на заводе. То, что каждый день ты должен полемики нам выписывать, и он уже без сил мучается, он все это ненавидит, и вот вынужден выдавать такие отвратительные сюжеты. Просто ужасно, ужасно. По итогу я все равно вам советую лимитку прочитать, она не привязана вообще лорово никак к общей какой-то вселенной DC, ее можно читать абсолютно отдельно, потому что там даже не поясняют, как герои способности получили, просто это данность. Ну и сами способности эти интересно показаны, то есть это не просто, там, не знаю, герой получил силы и строит себе храм, и бьет каких-то злодеев. Нет, погружается в психологию, в характеры раскрывает больше героев, какие-то потаенные уголки их души. Плюс все еще это прибавляется интересным рисунком каким-то специфическим под каждого персонажа. Это была отличная инициатива в рамках своего времени, которая и сейчас при этом отлично читается. Рекомендую. У Курского вокзала стою я молодой, подайте Христа ради, червонец золотой. Лига справедливости, время на исходе. И от высоких материй перейдем к комиксу, который принято хейтить и называть одним из худших ранов на команде. Лиги справедливости Брайана Хитча. Это достаточно длинный ран, порядка 30-40 выпусков, но уже по завязке комикса можно будет понять, о чем он и в чем вообще его вайб, его соус. Короче, на Землю обрушивается апокалиптическая угроза в лице инопланетных существ, и команда в лице Бэтмена, Супермена, Чудо-женщины, Киборга, Аквамена и 2 зеленых фонарей должна как-то это все остановить. И при этом как-то еще не развалиться, потому что Супермен новый, он прибыл из другой земли, об этом я в этом ролике рассказывал, и другие члены команды их тоже раздирают внутренние противоречия. И Лига Хитча — это практически идеальный пример, как комиксы могут работать в процедуральном формате, такого мультсериала по типу Скуби-Ду, Стартрека, где у нас задается определенная завязка, и все идет по одной и той же накатанной схеме. То есть у нас всегда есть угроза, Лига проигрывает этой угрозе, ссорятся, происходит твист, Лига возвращается и побеждает. И так происходит на протяжении вот каждой арки, которую Хитч написал. Шаблон ли это? Да, шаблон. Работает ли он? Да, работает. И у меня нет проблем вообще никаких с раном Хитча. Он никогда не заявлял о том, что у него есть мастер-майнд-план, что он там продумал все наперед, у него будет глобальный сюжет. Нет, он действует в рамках заданного им самим условия и рассказывает просто обособленные истории, которые при этом прикольно реализованы. У каждой арки есть определенный концепт. Там, например, прибывают дети супергероев из будущего и говорят, что вы все гондоны, вы уничтожили наше детство. Или другой злодей, который затащает Лигу в таймлупе, то есть они проживают одни и те же события заново. Или какой-то программист создает программу, которая случайно выходит из-под контроля и начинает убивать там людей. Это все интересные, прикольные концепты. Плюс к этому наслаивается, что персонажи выглядят живыми, то есть у них есть внутренние проблемы, ссоры. Кто-то может выругаться на сокомандника, если он совершил тупой мув, или совершить какой-то поступок ради личной выгоды, а не пользы для команды. И это все создает ощущение, что это живые люди, которым хочется сопереживать. Многие авторы супергеройки в последнее время пытались добиться этого результата, но либо пережимали, либо не дожимали наоборот. А вот у Хитча прям идеальная середина, я могу это в эталон, в пример того, как нужно прописывать отдельных персонажей команды, поставить другим сценаристам. Типа, учитесь у маэстро. При этом я бы не сказал, что Брайан Хитч реально какой-то мастер своего дела, у него довольно простые, примитивные диалоги, и зачастую там герой проговаривает какие-то свои действия, объясняет что-то излишнее. И выглядит иногда это какой-нибудь форсаж, где ты получаешь удовольствие не от диалогов, они просто реализуют свою функцию, а просто от общего угара, который происходит на странице. И еще к этому прибавляется арт в комиксе. Я вообще люблю затирать про то, что у крутого рана должен быть один художник на всю серию, чтобы не попадала идентика. В то время как над Лигой работал и Том Дероник, и Тони С. Дэниел, и сам Брайан Хитч, куча разных художников. Но что прикольно, несмотря на их различные стили, то есть там у кого-то более толстые линии, кто-то в более плоский лайн уходит и так далее, они все создают единый вайб и работают на то, чтобы сочнейшим образом показывать разрушения, которые приносят злодеи. У нас там город разносится, земле пиздец, там дома уничтожены, люди умирают, куча обломков, камней, каких-то взрывов, дыма откуда-то летящего, огня и так далее. Эта лига совсем не про тонкие эстетические моменты, а просто прикольно, типа, вау, разрушилось все. О, Супермен там убил врага. Прикольно, весело. Это реально тонкое, ненавязчивое чтиво, которое не делает вид, что оно больше, чем является. И я с кайфом прочел эти 30 номеров и советую вам. Просто, типа, интересный боевиковый такой комикс. А если вам нравится этот ролик, подписывайтесь на телеграм-канал Печень Лося Плюс, где еще больше эксклюзивного, охуительного контента. Ссылка в описании.
Лига справедливости, враги общества. После хаотичного и немножко пресноватого периода Хитча Лигу передали именитому сценаристу Кристоферу Присту, который успел там и в 90-х поработать, написать культовый ран на Черной Пантере, и переизобрести при Реберсе карьеру, образ Девстроука, и много еще где себя проявил. Это довольно именитый такой матерый автор. И на бумаге его идея звучит круто. Лига максимально человечная, приземленная, реалистичная. Там Бэтмен отдает лидерство Киборгу, чтобы тот научился управлять командой, потому что он там проебался как-то очень жестко. Лига против шизофреничного фаната, который знает все их секреты и направляет против них обычный народ. Этические дилеммы вроде можем ли мы вмешиваться в международные конфликты или стоит ли нам убивать своих врагов. Это все звучит супер новаторски и супер как-то глубоко, реально то, что в комиксах про Лигу раньше, по крайней мере, не раскрывалось. Однако по итогу получился какой-то абсолютный хаос, который еще и пропущен через манию величия Кристофера Приста. Я его рот ебал с его ЧСВ просто невероятным. В первом, по-моему, номере появляется инопланетянин и перевоплощается в чернокожего чувака, который безумно как капля воды похож на Кристофера Приста. И Киборг его спрашивает, типа, почему ты принял такой облик? Он говорит, это самое прекрасное, что есть на Земле. Ты чё, охуел? Это вообще можно так делать? Это уровень какой-нибудь, не знаю, комикса про техноспартанцев, где Ильян Шиллинг тоже будет лысеющий стоять, это что? Да, парень, это я техноспартанец, я и написал этот комикс. Но этим все не заканчивается. Прист постоянно пихает свои фирменные черные всякие панельки с текстом. Текст, который абсолютно не связан с происходящим зачастую, и просто задает какой-то глубины, понимаешь? У нас эстетика, там вся хуйня. Я как в Библии какие-то главы выписываю. Ты не Том Кинг, чувак. У Тома Кинга это более-менее как-то связано с повествованием, и засовывает он это не во все свои комиксы. Ты пишешь, блядь, Лигу справедливости, а не комикс про имидж, про который расследует депрессию какой-нибудь 13-летней девочки. И причем тут эти черные панели? Ты на массовой аудитории работаешь, их никто не понимает. Вот кому нравится ран Приста, откройте, пожалуйста, любой его выпуск и объясните мне, зачем добавлять эти черные панели. Они для чего? Кроме того, чтобы сказать, я охуенный, блядь, это моя фишка, это мой соус. Твой соус, он вообще тут ни при чем. От этого комикс становится хуже. При этом Прист еще пытается как-то рассуждать о высоком, ставить какие-то вопросы, интересные мувы приносить. Там, например, Бэтмен передает лидерство над командой Киборгу, чтобы протестить, вообще справится ли он. И что по итогу, Киборг не справляется и говорит, ладно, все, я лошок, Бэтмен, бери обратно. Это вообще можно делать? Типа, это зачем это была сюжетная линия? Чтобы сказать, что Киборг вообще абсос полный? Зачем? Нахуя? Или вот вопрос, по которому я говорил, должна ли Лига Справедливости вмешиваться в международные конфликты? Лига прибывает в страну с пародией на Черную Пантеру, там пытается что-то разрулить конфликт, их Черная Пантера выкидывает из своей страны, и все, сюжет закончен. Ответы нам не дают ничего. Или тоже я говорил вот про, можем ли мы убивать своих врагов? Вот этот вот фанат, он знал все секреты Лиги Справедливости, они думают, что же нам с ним делать, он всем все расскажет. Приходит Deathstroke, убивает фаната и убегает в свою серию, который тоже не поясняет, зачем он вообще это сделал, вот при чем тут это. И получается, что все вот эти вот умные вопросы, которые Кристофер Прист задает, они обрываются на полусловии и ничего комикса не дают. Это просто лишние элементы оттавизма какие-то, которые нужно обрезать, и все. Комикс становится от них только хуже, только тупее, только каким-то более нелогичным и дебильным. И при этом еще, если рассматривать это просто как комикс о Лиге Справедливости, все персонажи ведут себя мега странно. Вот, например, Бэтмен целует Джессику Круз. Зачем? Вот у Бэтмена в комиксе своя любовная линия. У Джессики Круз в «Зеленых фонарях» тоже в этот момент была своя любовная линия. Это для чего это был ход? Он никто же ни к чему не привел. Зачем? Или Супермен, например, постоянно угрожает уволить Зеленого фонаря второго, Саймона База. У него просто кто? Кларк, директор Лиги. Зачем? Что это? Что вообще происходит? Какого хуя? Так вообще можно было делать? Типа, если меня можно уволить из Лиги, то значит мне там пенсионный платят? Капает вообще, там страховку вы мне даете какую-нибудь? Что-нибудь такое? Нет? А какого хуя ты меня тогда увольняешь, уебок? И вот все это постоянно примежается с какими-то шутками странными, самоиронией, которые вообще не к месту. И это на самом деле один из худших комиксов про Лигу, который я читал, который в очередной раз показывает, что не нужно пытаться съесть больше, чем ты можешь переживать. Если ты готов реально написать глубокий, серьезный комикс про Лигу Справедливости, пиши. Таких, правда, не было еще, я, по крайней мере, не встречал. Но пиши. Но если ты об этом громко базаришь, заявляешь, и по итогу выдаешь вот это просто позор, несмываемый позор, это просто хуйня. Лига Справедливости, бесконечная зима. Скоро, через 7 месяцев, Новый год. Хотите почитать что-нибудь такого атмосферного, зимнего, прикольного, про еще и супергероев? Идите нахуй, потому что сейчас мы поговорим про кроссовер Лига Справедливости, бесконечная зима от Энди Леннинга и Рона Марца. Немножко забегая вперед, это одна из главных причин, почему комиксы про Лигу настолько отвратительны и нахуй никому не упали. Сюжет крутится вокруг нового злодея Кром. Он раньше был викингом, но потом его там в прошлом заморозили во льдах, и он превратился в морозного короля, который закидывает всю землю снегом и постепенно заражает ее, и Лига должна победить. При этом параллельно нам еще рассказывают про то, что когда-то была темная Лига доисторического периода, где там состоял Черный Адам, Ипполита, Болотная тварь, еще несколько других персонажей, и вот они типа уже сражались с Морозным королем и еле-еле как его победили. Дело в том, что у Marvel тоже была такая же идея в их ране на Мстители того периода, и DC нагло ее просто спиздили, но при этом ужасно реализовали. А чтобы еще как
как-то оживить действо. В кроссовер привлекли побочных персонажей, там, юных титанов, темную лигу, Робинов и так далее. Вообще всех, кого могли. И главная проблема этой лимитки в том, что ее пишут два автора из 90-х, которые с того времени как будто бы прям там и застряли, и вообще ничего у них в жизни не изменилось. Они тоже, у них вечная зима, они вот проснулись, надо комикс написать. Возьму хотя бы количество сюжетных линий. В самом начале комикса появляется команда нишевых суперзлодеев, которые грабят банк, их останавливает Лига и садит их в тюрьму. И нужна вот эта вот вся тема, она там длится страниц 15, только для того, чтобы эти злодеи в конце опять появились, напали на этого морозного короля, отхватили люлей и опять сели в тюрьму. Зачем это было добавлять? Буквально, у них нет диалогов каких-то интересных. Они не как негодяи у Флэша, не добавляют юморка комиксу. Это просто примитивно, абсолютно серые персонажи, я не знаю, что они вообще забыли в этой лимитке, зачем они нужны. Или еще более тупой момент, Флэш в первом выпуске тоже бегает и спрашивает у всех героев, как вы находите баланс между личной жизнью и спасением мира? И все отвечают по-разному, но основной посыл в том, что Барри, типа, иди делом займись, ты хуйней полный маешься. Но Барри не отчаивается и приходит к черной молнии, персонажу, который в событии вообще не участвует. И вот черная молния сидит со своими детьми и говорит Барри, не знаю, у меня типа все хорошо. На этом эта линия с вопросом закрыта, как будто бы мы получили ответ, как балансировать. Зачем-то это все сделали через черную молнию, который в событии не участвует, который в комиксах нахуй уже никому не нужен последние 10 лет. И понятно, может быть, это трогательная, милая деталь, но что она забыла в комиксе? Может, ее прописать надо было как-то, чтобы она работала, нет? Но это еще не все, потому что каждая из ебланских тупейших линий сдавливается максимально унылыми, какими-то скучными, нуднейшими диалогами. Я не прошу, чтобы герои там спрашивали, а Чудо-баба Пикми или босс KFC, или там, а Бэтмен Dead Inside или нормальный пацан. Но можно хотя бы вот какой-то конфликт придумать, что там убивают нам этого морозного короля или не убивать. И из этого топика уже как-то развить дискуссию, беседу. Но нет, все, что мы получаем, это пересказ Ориджина, комментарий своих же действий и пересказ сюжета просто не за кадровым голосом, а вот в диалогах, в этих баблах белых текста. У меня ощущение складывалось, когда я читал, что я открыл комикс Стэна Ли 60-х годов, где там Человек-паук лезет на стену, ему обязательно надо сказать, прикольно, я залез на стену. Чуваки, 21 век на дворе, может быть, осовременить как-то свой подход, сделать более интересными, драйвовыми диалоги, нет? Не судьба? Но самое страшное, когда кроссовер превращается в какую-то мешанину, где нет никакой целостности и будто бы все сделано разными людьми. И в бесконечной зиме эта проблема прет прям изо всех щелей. Начну с визуальной стороны вопроса, потому что первый выпуск Лиги рисует Брэндон Питерсон. У него очень понятные, четкие формы. Персонажи выглядят как в жизни, как в лайв-экшн каком-нибудь фильме. Реалистичная анатомия и т.д. и т.п. Но уже в следующем номере приходит Говард Портер, художник, у которого максимально не приближенный к реализму арт. Толстые кривые линии, сломаны абсолютно напрочь пропорции героев. Все как будто в каком-то мультике детском абсолютно нарисовано. И автоматически вся серьезность пропадает и рушится вообще понимание, как этот комикс надо воспринимать. Вся атмосфера, вот весь вайб, который пытался создать художник в первом номере. Но в целом это я могу понять. То есть там кроссовер писался в сжатые сроки, не могли подобрать художников, у них слишком различающийся арт, они не могли как-то к единому стилю прийти. Однако тогда какого хуя сценарий в комиксе тоже, блять, разнится от выпуска к выпуску. Его же писали одни и те же сценаристы. Типа в одном номере у нас все сосредоточено на монологе Лоис Лейн, которая пишет статью про Супермена и нализывает ему соски, какой он охуенный герой, спаситель. В следующем номере уже Флэш рассказывает о себе от первого лица. Вот, там у меня такие проблемы, переживания, бегу туда, бегу сюда. В следующем номере уже от третьего лица. Закадровый какой-то голос нам ведет повествование. А дальше вообще ни от какого лица повествования не ведется, просто юные титаны что-то разговаривают весь номер, просто ничего не происходит, просто типа диалоги, по пизделке. И получается, что каждый выпуск как бы сюжетно связан с предыдущим, но повествовательно, как будто бы это отдельные истории, которые вообще не соприкасаемы друг с другом. И для сценаристов с таким опытом это, блять, полный провал. Короче, Бесконечная зима — это максимально посредственный кроссовер, но проблема в том, что практически все кроссоверы Лиги за последние 10 лет были именно такими, я просто выбрал самый плохой. И получается, что такая глобальная команда, как Лига, у которой постоянно должны происходить там стычки с Дарксайдом, с Антимонитором, с еще более какими-то гигантскими угрозами, она болтается в каком-то непонятном вот этом болоте и не может привлечь читателей. Из-за того, что в ней нет того, за что Лигу любят в целом. Вот этой вот эпиковости, глобальности, невероятной угрозы. Это все принесено в ивенты, в полноценные события в рамках издательств, а комиксы Лиги, ангоинги там или кроссоверы остаются неудел. Но не думайте, что все, конец, все настолько печально, нет. Просто Лига работает только в другом формате, о котором сейчас я и расскажу. DC против вампиров. Все начинается довольно буднично, если так вообще можно сказать о комиксах DC. Эндрю Беннет, хороший вампир, как хороший русский из комиксов DC, обнаруживает, что все вампирское сообщество ебанулось. Королеву вампиров убили, а ее
ее место занял лидер, который решил, что хватит с нас этого подпольного существования, пора обратить супергероев и суперзлодеев в вампиров, чтобы захватить мир. Беннет несется на базу Лиги Справедливости, чтобы предупредить всех о грядущей катастрофе. Его встречает зеленый фонарь, так как остальная команда отправилась на задание. Он выслушивает внимательно всю инфу и резко убивает его, потому что, ебать, Хэл Джордан оказывается одним из первых зараженных и не может позволить, чтобы супергеройское сообщество узнало вообще о такой проблеме. Ну и понеслась. И честно, я, бля, обожаю такие сюжеты. Введу новый термин Injustice Type. То есть это комиксы, в которых вроде бы все привычно, но вот одно событие что-то меняет, из-за этого там герои становятся злодеями, злодеи героев, мы видим интересные интеракции. И при этом такие комиксы довольно легко писать. То есть у тебя уже изначально есть концепт, который цепляет и заставляет там выпуск за выпуском листать, и остается только поддерживать вайб какой-то, прописывать интересные диалоги и подкидывать дровишек с твистами, там, юморными диалогами, какими-то прикольными ситуациями, шок-моментами и так далее. Ну и было бы хорошо, если бы история еще сопровождалась прикольным визуалом каким-то эстетичным. Из всех Injustice клонов по типу Dark Knights of Steel, DC'здов, мне DC против вампиров нравится больше всего, потому что пишет комикс Джеймс Тайнион IV. Это один из самых именитых сценаристов индустрии, который Рантайнион написал. Чуваки, помните про Рантайниона? И он безумно грамотно структурирует сюжет и при этом делает его достаточно эпичным, потому что обычно в современной индустрии все авторы просто пытаются побольше себе загробастать выпусков, чтобы подольше серия продлилась, и ничего не придумывают. И из-за этого комикс скатывается, становится унылым каким-то, повторяющимся и так далее. У Тайниона же сюжет, по сути, разделен буквально на две арки. Первый нам показывает зарождение вампирской эпидемии в первых 6 выпусках, когда еще мы не знаем, кто является вампиром. В принципе, герои про это еще не наслышаны. Только там Бэтмен и Зеленая Стрела проводят какое-то расследование. А во второй части из-за твиста посередине все карты скрываются на стол, уже мир под заражением, постапокалипсис, складываются определенные новые команды, происходит еще таймскип во времени, и мы уже видим вообще другую ситуацию, другое положение. Это как будто бы отдельная другая история с другим вайбом. И это невероятно круто работает, потому что в таких историях подобных мувов я еще не видел. При этом комикс еще и полнится фишками какими-то и забавными моментами, потому что помогал Тайниону над ним работать Мэтью Розенберг. Не самый хороший сценарист современности, да и не самый красивый, не самый умный, да и вообще он уёба конченый, но текст писать умеет. Салам, Дмитрий Уткин. И вот Розенберг приправляет вот эту вот лимитку забавными какими-то ситуациями, интеракциями, моментами. Там, не знаю, Бэтмен собирает Бэт-семью, и чтобы проверить их на вампиризм, подвешивает им в напитке святую воду. Даже своему родному сыну, по-моему, в какао он подмешал, и Дэмиан Вейн просто жестко горит с этого. Или там Альфред получает кольцо зеленого фонаря и общается с Константином по душам, как будто бы они там старые закадычные друзья. И еще куча подобных мелких каких-то ситуаций, которые ничего истории глобально не дают, но заставляют ее запоминаться в твоей голове отдельными фрагментами. Причем все эти детали, маленькие фишечки, они не выбиваются из этой мрачной концепции, а наоборот дополняют ее и поддерживают только темп. Ну и художник Отто Шмидт на этой лимитке просто на славу постарался, и на первый взгляд его такой чистый и опрятный стиль вообще не факается с антиутопичным сеттингом, который происходит в лимитке, потому что все герои такие утонченные, линии очень тонкие, костюмы созданы дизайнерами, и как будто бы здесь вообще не к месту кровяка и убийства. Но Шмидт великолепно подстроил под сеттинг свой арт, и благодаря там акцентам на красные цвета или мелким каким-то всяким деталькам, как раз таки такая эклектичная атмосфера, она вот прям в точку бьет, потому что такой прекрасный, великолепный герой, которого неожиданно колом деревянным протыкают через сердце, и вся страница в кровяке, в частице какой-то грязи, и это прям запоминается, отлично, такая эклектика работает. Короче, я рекомендую вам обязательно прочитать DC против вампиров, потому что это не только крутой, крепко сделанный, грамотно прописанный комикс, который породил еще кучу там продолжений, куча сиквел-лимиток. Сейчас уже даже третья, по-моему, идет в рамках импринта DC Elseworlds. Но этот комикс, по сути, еще лично для меня открыл новое дыхание для работ про Лигу Справедливости, потому что все ангоинги про Лигу уже скатились какие-то самоповторы, скуку, примитивщину, наивность, отсылки к классике, которая была 100 лет назад, уже никому не интересно. А вот такие вот Injustice Type истории, они меня, наоборот, очень сильно интересуют. И мне кажется, заинтересуют и вас, потому что они в привычный сеттинг вносят нечто необычное, и этой самой концепции заставляют читать и знакомиться больше там с индустрией, с персонажами, с издательством, привлекают новых читателей в комиксы. Поэтому, чуваки, рекомендую. Ну а на этом все. Надеюсь, смог вам передать какие-то ключевые точки из комиксов про Лигу за последние 10 лет, заинтересовал, возможно, в каких-то отдельных работах, и донес мысль вообще о том, что, по сути, комиксы о Лиге Справедливости мертвы. Да здравствуют комиксы о вселенной DC в целом. Пишите, какие произведения о команде вам лично самим запали в душу в комментариях. С удовольствием почитаю. Подписывайтесь на телеграм-канал Печень Лося Плюс, на другие ресурсы по ссылке в описании. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.